Привет, друзья! Поддержите канал, подпишитесь и поставьте лайк. Впереди только факты без цензуры. Начинаем наш выпуск новостей за последние несколько дней. Поехали! Несколько дней назад 2 человека получили ранения в результате атаки русских военных преступников по Запорожью. И уже днем по Запорожью русские ударили авиабомбой, повреждены 2 дома, 26 человек пострадало. Под завалами могут быть люди. 1 человек пострадал в результате удара российского БПЛА по частному дому в Харьковской области. Вчера 4 человека пострадали после ночной атаки российских БПЛА по Кривому Рогу. 6 человек пострадали в результате российской атаки в Черкасах, часть города без электричества. Также вчера россияне ударили шахедом по мосту в Одесской области. Это совсем рядом с молдавской границей. Погибла 40-летняя женщина. И уже сегодня Россия атаковала частный сектор Запорожья, поврежден как минимум 1 жилой дом, 5 человек пострадало. А теперь переходим к ударам возмездия сил обороны Украины по стратегическим объектам врага в глубоком тылу. Славянск на Кубани успешно атакован НПЗ. Местные жители сообщают о прилетах по заводу и возгорании. Также повреждена нефтебаза Николаевская, зафиксировано несколько прилетов по этому объекту. В Саратове после прилетов горит завод имени Орджоникидзе. Это крупное промышленное предприятие, специализировавшееся на производстве приборов и оборудования, в том числе для авиационной и оборонной промышленности. В порту Ростова-на-Дону ВСУ поразили терминал перевалки нефти и нефтеналивного танкер «Валерий Горчаков». 2 члена экипажа погибли, еще 3 получили ранения. В Белгородской области уничтожено 2 установки С-400 прямо на ходу. Теперь эти свиньи не смогут обстреливать Украину. Ночью на аэродроме Бельбек в Крыму дронами СБУ были поражены МиГ-31 с полным боекомплектом, ЗРК «Панцирь», РЛС из состава С-400, 2 РЛС «Небо СВУ». В Орле после ракетной атаки поражена Орловская ТЭЦ. Местные жители сообщают об отключении света, воды и тепла. В Таганроге прилеты по заводу «Атлант-Аэро». Местные жители сообщают о нескольких прилетах. Ростовскую ТЭЦ атаковали украинские ракеты. Есть прямые попадания. В городе перебои со светом и теплом. Украинские БПЛА атаковали завод «Тольятти-Азот» в городе Тольятти Самарской области. ТОАС – российская химическая компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Завод до сих пор пылает, и его не могут потушить. СБУ дронами поразила 3-ю нефтедобывающую платформу России в Каспийском море. Удар пришелся по объекту «Лукойла» на месторождении Ракушечное. Ранее были атакованы еще 2 платформы, что остановило добычу. В Средиземном море силами обороны Украины был атакован танкер Теневого флота России «Квиндил». Этот танкер использовался для шпионажа дронами в ЕС и других операций. Украинский БЭК донес на себе 50 дронов со взрывчаткой под водой, всплыл рядом с танкером, с него взлетели квадрокоптеры со взрывными устройствами и поразили цели. Очень похоже на операцию «Паутина». И бонусом сообщают о ликвидации на этом корабле генерала ГРУ Андрея Аверьянова, а также несколько его замов. Аверьянов ответственен за теневые сделки, убийства, взрывы, шпионаж в странах ЕС, саботаж. Он же стоит за подрывом самолета Пригожина, отравлением Скрипалей. И к международным новостям. Как сказала Урсула фон дер Ляйен перед саммитом, никто не уйдет, пока финансирование Украине не будет выделено. И она сдержала слово. Украине будут выделены 90 миллиардов евро, которые покроют ее бюджетный дефицит в 2026 и 2027 годах. Зеленский заявил, он знает, где в Беларуси разместят орешник. Теперь, по его словам, под потенциальным ударом Польша, Германия и другие страны Европы. При этом, как подчеркивает Зеленский, Украина знает, как с этим оружием бороться, и именно поэтому требует от партнеров реакции, а не молчаливого наблюдения. И на этом сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.